Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Для рукодельницы даже мусор может стать источником вдохновения. Мы же рукодельницы, ничего не можем выкинуть. Накопились кромки от тканей. Приступим. Приготовим полоски клеевого флизелина шириной 15 сантиметров. И для удобства работы нарисуем на нем линии под углом 45 градусов. Они нам помогут шить ровно. Закрываем уголок кусочком ткани. На него сверху укладываем кромку и приступаем к работе. Шов прокладываем по плотной, обработанной части кромки. Работаем сразу с несколькими заготовками, чтобы лишний раз не обрывать нитки. Цвет ниток нейтральный, золотисто-бежевый. Вы же понимаете, что кромки все очень узкие. Нашиваем их часто. И в результате полотно будет из узких цветных полосок. Цвет полосок угадать невозможно. Смотрим, подстраиваемся по длине. Есть и длинные, которых хватит на 2 детали, а есть совсем маленькие, которыми мы сможем только закрыть уголочки. Вот теперь, когда вся основа заполнена, заготовки тщательно проутюживаем с паром, проклеиваем кромки клеевым флизелином. А дальше подравниваем края и отрезаем лишнюю ткань. А теперь смотрите, какую красоту мы нашили из кромок в предыдущих видео. Прекрасная косметичка, замечательный очечник и просто роскошная текстильная корзинка для рукоделия. Очень вместительная. Рукодельничать надо с комфортом, и чтобы все принадлежности были выдержаны в одном стиле. И самое прекрасное, что у меня остались еще 2 кусочка кромочной заготовки. Сами понимаете, если я сейчас начну шить заново из кромок, то у меня будут в работе уже совсем другие цвета. Песня вся, песня кончилась. Нам бы рюмочку винца, мы б допели до конца. Ну что делать? Будем похмеляться тем, что есть. В смысле, сошьем нужную вещицу из оставшихся остатков. Ширина кусочков 15 сантиметров, длина 23 сантиметра. Для начала соединим их вместе, сошьем по длинным сторонам, а потом еще дополнительно сделаем отстрочку. Вообще-то нам надо заготовку размером 21 на 30 сантиметров. Это лист формата А4, то есть простой лист пищи бумаги. Сегодня мы работаем, шьем из кромок от ткани. Думаю, что многие из этих тканей вы видели в моих работах. Все материалы для рукоделия заказываю в интернет-магазине 1 метр ткани. Постоянно туда заглядываю, отслеживаю новинки. Дорожка с васильками и ромашками и бабочками – это для полотенец. Полулен с огурцами – роскошная ткань. Перкаль нежно-сиреневого цвета с ласточками – это мы хотим сшить блузку. Ранфорс – это чистый турецкий хлопок. Темно-серый мокрый асфальт – это портьерная ткань. Планы по шитью огромные. И еще приобрела несколько метров бязи для пошива постельного белья. Мне очень понравилась расцветка, а готового постельного белья с таким рисунком не нашла. А в чем прелесть ткани с крупным рисунком? Вот нашью простыней, наволочек, пододеяльников, а остатки и выпады кроя можно пустить на лоскутное шитье. Видите, в одном куске есть сразу несколько разных цветов. И розовый, и зеленый, и красный, и светлые тона,
и более темные, насыщенные. Так что возьмите себе это на заметку. Ткани с крупным рисунком. Достаточно купить 1 метра, и вы надолго будете обеспечены материалом для рукоделия. А вот эта красная ткань – это кулирка, футболочный трикотаж. И, конечно, я пополнила запасы швейных ниток. Пользуюсь промышленной намоткой. При шитье лоскутных изделий идет большой расход ниток. Для набивки декоративных подушек пользуюсь холофайбером. И в последнее время мне очень нравится использовать в качестве утеплителя холстопрошивное полотно. Это очень мягкий, приятный материал, натуральный хлопок. В этом интернет-магазине большой выбор постельного белья. И для всех моих подписчиков по промокоду Полина действует скидка 5% на весь ассортимент. А теперь вернемся к нашей работе. У меня немного другой размер получился, но это не критично. Заготовку сложим пополам, и надо сделать 1 шов. Начинаем снизу, прошиваем длинную сторону, потом угол. Делаем небольшой промежуток и дошиваем оставшуюся часть до сгиба. Можно сразу срезать лишние уголки. А дальше мы заготовку разворачиваем, расправляем швы, совмещаем серединки и прокладываем строчку, зашиваем открытый край. Но посерединке оставляем отверстие для выворачивания. Смотрите, какая интересная форма у нас получается. Надо ее вывернуть. Помните, в советское время молоко продавалось в таких треугольных пирамидках, тетрапаках. Внимательно на нее посмотрим и выберем наиболее красивую сторону. Это будет верх. Когда мы определились с лицевой стороной, то от этого края откладываем 7 сантиметров и намечаем линию шва. Потом отступаем примерно 2 сантиметра и рисуем вторую линию. По этим линиям прокладываем строчки. И все. Машинка сегодня больше не понадобится. Можно ее убрать в сторону. Остается самая простая и ответственная операция. Набиваем наполнителем нашу подставку. Сначала заполним обрезками синтепона маленький отсек. Набиваем плотно. Надо, чтобы конструкция хорошо держала форму. После этого зашьем оставшиеся отверстия. А теперь перейдем к большому отсеку. В самый низ надо поместить что-то тяжелое. Какой наполнитель вы придумаете, это ваше дело. А я прогулялась на кухню и нашла там горох. То, что доктор прописал. Отверстие маленькое, удобнее заготовку наполнять через воронку. Сколько надо гороха, определяйте сами, на вес. Достаточно 3-4 сантиметра. А оставшийся верх заполним кусочками синтепона или холофайбера и незаметными стежками зашьем оставшиеся отверстия. И получается прекрасная подставка под телефон. Собрались вы порукодельничать, повязать или пошить. Достаете свою любимую корзинку для рукоделия. В косметичке можно хранить необходимые мелочи для работы. Очки под рукой в удобном очечнике. На подставку ставите телефон и включаете на YouTube свой любимый канал Поли Стич. И творите в свое удовольствие. Кстати, вот эту подставочку можно использовать и как игольницу.
А в это время я вам буду подкидывать самые интересные идеи. Может быть, даже анекдот расскажу. Свежий или уже с бородой, кому как повезет. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мои новые видео. Огромное спасибо всем, кто финансово помогает каналу. Ваша поддержка помогает жить и шить дальше. Обязательно ставьте классы, пишите комментарии, делитесь видео во всех соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!